Чуваши бомбят. Еще один беспилотник. Зачем Украине атаковать наш завод? Венир Прогресс. И кто зарабатывает на войне, подставляя республику под атаки? Это началось в прошлом году. Утро 9 июня. Дроны атаковали Венир Прогресс. Это предприятие недалеко от центра города, рядом с МТВ-центром, одним из главных чебоксарских ТЦ. К счастью, тогда обошлось без жертв. Глава республики заявил, что производство временно остановлено. Но на этом история не закончилась. На деле завод укрепили. Усилили стены, поставили жесткие КПП, установили системы РЭП, которые сбивают украинские беспилотники с курса, меняя направление полета. И атаки продолжились. Только за декабрь их было уже 2. Но теперь дроны не попадают в завод, они взрывают все вокруг. Смотри. В декабре появились первые пострадавшие. 2 человек оказались в тяжелом состоянии, и о том, что с ними сейчас, ничего не известно. Вероятно, одним из тяжело пострадавших стал сотрудник полиции. Он перекрыл улицу после первого прилета и до последнего кричал в мегафон, предупреждая людей о возможном втором ударе, но сам уйти с места не успел. Действия власти республики во время атак выглядели, мягко говоря, странно. Олег Николаев ни разу не приехал на место прилета и не общался с людьми. Поэтому, конечно же, я там был. Но говорит, что, конечно, приезжал, просто не любит фотографироваться. Глава чувашского парламента, а главный единорос республики Леонид Черкесов после удара по заводу написал в своем телеграм-канале вот это. Сегодня утром системы противовоздушной обороны и экстренной службы республики отразили атаку беспилотных летательных аппаратов. Вот так. А мы и не думали. После первых атак в Чебоксарах и районах республики, где есть оборонные предприятия, начали отключать интернет. На новогодние праздники Чувашия ушла на настоящий шатдаун. Мобильного интернета не было 16 дней. И власть почти ничего не объясняла, потому что якобы не хотели наводить панику. Чувашское правительство оценило ущерб последней атаки в 20 миллионов рублей. И это только на восстановление 15 пострадавших домов, 10 из них жилые. Около 9 миллионов по официальным данным выделили пострадавшим. Что вообще происходит на заводе Венир Прогресс? Почему эта цель настолько важна, что Украина готова отправлять свои дроны за 1000 километров? Почему власти Чувашии не эвакуируют предприятие, предпочитая защищать его домами чебоксарцев? И кто зарабатывает на этом огромные деньги? Давайте разбираться. СВО стала первой войной, где дроны не вспомогательный элемент, а один из главных. Сначала это были небольшие фронтовые БПЛА, их использовали для разведки, ударов по пехоте или атак на тяжелую технику. За несколько лет войны появились сотни тысяч гигабайт видео, гибели солдат фиксировались практически в прямом эфире. И уже в первые месяцы войны стало понятно, что дронов будет больше. Россия и Украина начали разрабатывать беспилотники, способные летать на сотни тысяч километров и наносить удары глубоко в тыл противника. Россия адаптировала иранские «Шахед», превратив их в Герань и Нерань-2. Украина в ответ создала БПЛА лютой увеличенной дальности. Именно они долетают до Чебоксар. Когда случилась первая атака на Венир Прогресс, о ее цели рассказали сами украинцы. Они написали, что завод производит антенны Комета и Комета М. И судя по всему, это правда. Та же информация была открыто опубликована на сайте завода. Эти антенны защищают дроны и управляемые боеприпасы от радиоэлектронной борьбы, позволяя им точнее долетать до цели. Именно из-за этого производства Венир попал под санкции США. А еще через несколько дней под ограничение попал и реальный владелец завода. Кто он и с кем связан, это, пожалуй, самая интересная часть этой истории. Но сначала давайте разберемся, что же такого в этих кометах. Сам Венир активно продвигал свой продукт. Антенну показывали на самых разных форумах и круглых столах. Сначала ее установили на дроны Орлан, и оказалось, что система действительно работает. Ей удалось обойти украинские рэбы. Кометы стали ставить и на другие беспилотники, Грифон и, конечно же, на Герань и Герань-2. И сегодня их устанавливают даже на авиационные
бомбы, так называемые ФАБы, и, по некоторым данным, даже на баллистические ракеты, запускаемые с Искандеров. Проще говоря, рядом с торговым центром посреди жилых домов стоит завод, который производит одну из ключевых антенн для всей российской армии. Эту разработку никто не скрывает и производит только он. Наоборот, руководство завода ее активно продает, предлагая Министерству обороны, показывая на форумах и буквально рассказывает о ней на своем сайте. Сколько российских беспилотников и авиационных бомб за время войны полетело в Украину, посчитать невозможно, но если хотя бы на каждом втором стояла комета, производитель не просто заработал огромные деньги, он мог бы построить новый завод где угодно и при желании буквально переселить половину Чебоксар в Сочи. Не все бомбы, летящие в Украину, взрываются. Украинские военные находили уцелевшие кометы, снимали их и устанавливали уже на свои беспилотники. Посмотрите, как выглядит антенна, на ней логотип ВНИИР. Вот такую вот штуку я уже вытащил. Тоже 4 антенки. То же самое, как говорится, только единственные моменты с маркировкой. Это комета была, комета М, видим, да, маркировка есть. ВНИИР Прогресс. Производитель. Сделано в России. Это как в фильмах Marvel. На людей падают бомбы с логотипом корпорации, и они начинают мстить Тони Старку. Только в реальности, как это часто бывает, страдает не олигарх, владеющий заводом, а мирные жители. Такая открытость со стороны завода – это не случайность. Это сознательное игнорирование последствий. Попробуйте представить масштаб, сколько антенн с логотипом ВНИИР летят в сторону Украины каждый день. Это огромные деньги, колоссальные. А реакция владельцев завода и властей нулевая. Они никак не комментируют атаки, никак не помогли пострадавшим чебоксарцам и даже не обсуждают перенос завода в новое место, подальше от города. Теперь главное, кто хозяин этого завода, кто предпочитает оставаться в тени, пока удар на себя принимает город. Путинский олигарх, чиновник, иностранный инвестор, может быть, друг президента Чувашии? Ненад Неманьевич Попович награждается орденом Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского второй степени. Аксиос! Знакомьтесь, Ненад Попович, олигарх, который построил состояние на приватизации югославских и советских предприятий. Сегодня он министр международных экономических отношений в правительстве Сербии, а также лидер сербской народной партии, политической силы, которая во всем поддерживает действия власти. Впрочем, со стороны кажется, что активнее они защищают Путина, чем интересы сербов. Как Попович приватизировал ВНИИР? Отличный вопрос. В 2001 году завод поглотила компания АБС Электро, которая принадлежит Поповичу. И вот деталь, которая многое объясняет. Сам сербский олигарх рассказывал, что познакомился с Путиным именно в Чебоксарах во время визита на ВНИИР Прогресс. АБС Электро, как и другой бизнес Поповича, находится в офшорах. При этом власти Чувашии будто стараются не подчеркивать свою дружбу с олигархом. Когда Попович в последний раз приезжал на предприятие, отличившихся сотрудников награждал не он. Это делал тогда президент Чувашии Михаил Игнатьев. Сам Попович на собрании выступал не как владелец завода, а как скромный министр экономики Сербии. Благодаря офшорной структуре предприятия платят меньше налогов, как в Чувашии, так и в Сербии. Потому-то владелец может без проблем оставаться высокопоставленным чиновником в Белграде. У его партии есть свои депутаты в сербском парламенте, а сам Ненад Попович регулярно выступает на съездах Единой России. Но 10 лет назад разгорелся скандал. Утекли панамские документы, и журналисты получили доступ к миллионам внутренних документов офшоров. Так выяснилось, что у Поповича есть вид на жительство в Швейцарии, а совокупные активы его офшорных компаний оцениваются примерно в 100 миллионов долларов. Но вернемся в Чувашию.
На вопрос, как именно ВНИИР оказался в руках Поповича, может ответить первый президент республики Николай Федоров. В 2014 году уже в статусе министра сельского хозяйства Федоров отправился в рабочую поездку в Германию и выложил фотографию, на которой он спускается с трапа частного самолета. У самолета была одна проблема: он не числился на балансе министерства. Когда снимок увидели медиа, фотографию срочно отретушировали, и в новой версии Федоров буквально выходил из тьмы. Но было уже поздно. Журналисты «Новой газеты» выяснили, что этот частный самолет принадлежит Ненаду Поповичу. Скорее всего, эта поездка была не единственным знаком внимания, иначе трудно объяснить, почему власти республики сегодня никак не реагируют на завод, который подставляет город под удар. Ни публичных вопросов, ни претензий владельцу, ни со стороны главы Чувашии, ни от «Единой России». При этом у Ненада Поповича есть и прямое политическое присутствие в Чебоксарах. В городском собрании заседает бывший гендиректор ВНИИР «Прогресс» Павел Литвиненко. За работу на заводе он даже получил государственную награду за заслуги перед Отечеством. В этой системе связаны бизнес, политика, личные связи, и решение молчать о заводе во время атак уже не выглядит случайностью. Самое пугающее в этой истории — цена вопроса. За поставки Комета М Попович в итоге попал лишь под американские санкции. Власти Чувашии не требуют компенсаций, ни слова об эвакуации завода или о том, что владелец должен взять на себя хоть какие-то расходы. Есть только гигантская прибыль с каждого дрона и авиабомбы. Все это время Попович выстраивает образ суперверующего, который очень переживает за будущее православия и за будущее всех славян. Так, в 23 году он привез в Чувашию на праздник Дня иконы Божьей Матери чудотворную икону млекопитательницы Сафона. И в это же время его завод производит компоненты для дронов, которые прямо сейчас бьют по гражданским объектам Украины, лишая целые города электричества и отопления. Тысячи православных людей остаются без тепла неделя за неделей. Что и говорить. Попович хочет, чтобы эта война длилась вечно. Таких денег, как сейчас, он не заработает никогда. А на жизнь украинцев или россиян ему попросту наплевать. Формально Попович под санкциями, но фактически он, кажется, не потерял ничего. Вот он рядом с президентом России и Сербии в Пекине. В самой Сербии его давно обвиняют в незаконной приватизации и развале местных производств. Его офшорную империю оценивают в сотни миллионов долларов. И это до начала войны, когда кометы еще не были нужны в таких масштабах. На этом фоне особенно четко видно: риски остаются у Чебоксар, а выгода у человека, который живет совсем в другом мире. В центре города стоит стратегически важный для войны завод, который не то что не заботится о безопасности, а наоборот оставляет логотипы на своих антеннах. ВНИИР «Прогресс» защищает всеми доступными средствами, и теперь под ударами все вокруг, кроме него самого. Страдают люди, страдает экономика, интернет включают на полмесяца, и на этом зарабатывает Ненад Попович. Пропутинский олигарх, который живет, в Сербии. Человек, который по странному совпадению катает на частных самолетах российских чиновников и одновременно держит пропутинскую партию в Сербии. Власть Чувашии делает вид, что все в порядке, молчит, не задает вопроса владельцу и тратит бюджетные деньги на восстановление вместо того, чтобы устранить причину угрозы. А Попович продолжает зарабатывать. С этим пора заканчивать. Сколько можно прятать военное производство за жилыми домами? Ради чего город платит такую цену? Ради якобы безопасности страны? Или ради того, чтобы человек, купающийся в деньгах, стал еще богаче? За эти годы Попович так обогатился в Чувашии, что мог бы каждый год строить по 5 детских садов и все равно оставался бы в прибыли. Пришло время говорить не просто о возмущении, а о конкретных действиях, об эвакуации или закрытии ВНИИР. Олег Николаев, Ненад Попович, я обращаюсь к вам напрямую. Уберите завод из города и выплатите пострадавшим достойное возмещение. Жизнь людей – неразменная монета, и вы не имеете права так ею распоряжаться. Чебоксарцы, напишите в комментариях, что вы думаете об этой ситуации. Если вы поддерживаете требования, помогите распространить это видео. Молчание работает только в пользу тех, кто зарабатывает, пока город живет под угрозой.